Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте кнопку колокольчик. Обязательно пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым. Тема сегодняшнего видео – как сделать цели с трекерами прогресса. Это один из профессиональных запросов, как колесо жизненного баланса помогает бизнесу и в другой профессиональной деятельности. Обратимся к миссии колеса жизненного баланса LongSwim. Миссия колеса жизненного баланса LongSwim – это профессиональное и личное долголетие. И основная задача в колесе жизненного баланса на следующий год – мы ставим по каждой сфере какие-то нам нужные, необходимые цели. Одна из этих целей должна быть очень амбициозная, выходить за пределы ваших возможностей для того, чтобы вы росли. Остальные цели могут быть рутинными, неамбициозными, то есть вы здесь очень свободны в постановке своих целей. После того, как вы поставили цели, за год у нас может набираться от 50 до 70 целей, если вы находитесь в состоянии 8-10. Если вы находитесь в состоянии 0,4, пожалуйста, не перегружайте себя целями. 1-2 цели в каждой сфере – это более чем достаточно. Ваша задача научиться планировать эти цели. По мере того, как вы будете достигать этих целей в первом полугодии или втором полугодии, ничто вам не мешает поставить еще дополнительно 3, 4, 5 целей на год. Вы поймете, что все, что вы запланировали, оно обязательно реализуется, потому что вы уже научились использовать свой ресурс, ресурс других людей. И самая большая ошибка людей в состоянии 0,4 – вы перегружаете себя целями, особенно в первом полугодии. Что-то у вас получается, что-то вы не захотели перенести или не сумели перенести. Это все дополнительный повод для того, чтобы расстроиться. И в состоянии 0,4 всегда существует накал эмоций от того, что что-то идет не по плану, одна цель противоречит другой, поводов для эмоций все больше и больше. В отличие от состояния 0,4, состояние 4,8 – это, как правило, очень хорошая, точная фокусировка на профессиональных целях, то есть более 60-70% поставленных целей, они связаны с реализацией в профессии. Это очень хороший фокус. Почему? Потому что такая концентрация на таких узких целях дает замечательный результат. И как сделать цели с трекерами прогресса, я вам сейчас расскажу. Если мы говорим о целях в каждой сфере, можно по традиции пройтись по каждой сфере в колесе жизненного баланса LongSwim. Но давайте сейчас сосредоточимся больше на состояниях, как трекеры прогресса помогают вам в состояниях достигать цели, корректировать свои цели, изменять дату достижения цели или привлекать дополнительные ресурсы. Итак, что такое трекер прогресса? Трекер прогресса – это фиксация какого-то промежуточного состояния, по которому вы понимаете, что цель сделана там, в 100% объеме, не в 100% объеме. Если мы говорим о теории проектного менеджмента, это прежде всего фиксация по объему. Там, из объема выполненной работы, допустим, 20% уже сделано, 30% уже сделано. Если мы говорим о проектном менеджменте в классическом понимании, это может быть завершение какого-то определенного этапа, переходим к следующему этапу. Если мы говорим о том, что вы управляете какой-то группой целей, вам нужны универсальные трекеры прогресса, которые говорят о том, что некоторые цели можно финишировать именно в этом месяце, в следующем месяце, то есть одновременный финиш или одновременный старт. Все это очень большое поле для того, чтобы вы управляли этими процессами. И колесо жизненного баланса – это больше про грамотное планирование, про умение видеть цели, понимать, на каком этапе вы сильно влияете на достижение этой цели и на каком этапе влиять на достижение цели уже достаточно сложно. То есть на финальном этапе, буквально за 2-3 месяца до завершения проекта, влиять на завершение цели, то есть его качество или какие-то другие параметры, достаточно тяжело. Слишком много мы уже в это вложили, слишком много уже создано, сконструировано, и надо просто этим результатом уметь пользоваться и гордиться. Вот гордиться – это самое важное. Почему? Потому что это наш жизненный опыт, это часть нашего жизненного пути. Итак, давайте посмотрим сквозь призму колесо жизненного баланса, как трекеры прогресса, постановка цели
имеют отдельный вид в каждой сфере. Начнем со сферы семья и отношения, и далее против часовой стрелки я вам расскажу в определенной последовательности, это по нашей хорошей традиции, как в каждой сфере можно ставить цели с трекерами прогресса. Трекеры прогресса – это тот инструментарий, который используют уже продвинутые пользователи колеса жизненного баланса. Но если вы смотрите это видео первый раз, вы можете тоже постепенно, так сказать, интуитивно подходить к пониманию, что такое трекер прогресса. В семье и отношениях мы часто ставим долгосрочные цели, но чаще всего погружаемся в рутину, то есть рутина съедает большую часть нашего времени. Почему? Потому что мы рутине придаем очень-очень большой смысл, и всегда семейная жизнь – это про баланс рутины, краткосрочных достижений и долгосрочных достижений. Рутина – это чаще всего повседневный быт, понимание того, что там должен быть идеальный порядок. Перфекционисты, всем вам передаю пламенный привет. Желаю, чтобы вы рассказали, что должно быть интересного и хорошего в каждом доме, то, что создает уют. К вашему мнению мы обязательно прислушаемся. Пожалуйста, проявляйте инициативу. Что такое краткосрочные достижения? Это какие-то ваши планы, локализованные в рамках 3-6 месяцев его исполнения. Чаще всего это какие-то совместные или дорогостоящие покупки. Это могут быть еще какие-то другие дела. И что такое трекер прогресса? То есть вы запланировали, допустим, какую-то замечательную покупку. Первый этап – это понимание, чего вы хотите купить. Что из этих моделей является самым лучшим, что удовлетворяет ваши потребности в ближайшем будущем, в следующем будущем. Это функционал, который присутствует. Вы должны понимать, что на основе простых моделей и возникает вот это внутреннее понимание, что такое трекер прогресса. Если мы говорим об удобстве использования трекера прогресса, мы опять возвращаемся к дневникам. Это может быть просто ежедневник, где мы пишем хронологию сегодняшнего дня, для того, чтобы понять, какой объем задач был выполнен и как было распределено времени между этими задачами. Мы этот дневник используем для того, чтобы анализировать, каким результатом это приводит. Можете отдельно вести дневник эмоций, бумажные самые лучшие. Почему? Потому что состояние у нас тесно связано с эмоциями, и наша производительность очень сильно зависит от чувств. То есть эмоция – это то, что не сильно влияет на производительность, наши чувства очень сильно влияют на производительность. И здесь в трекере прогресса именно вот главные индикаторы нашей производительности говорят о том, что при этом состоянии мы, скорее всего, достигнем того объема выполнения работ, который мы запланировали. Допустим, мы решили в сфере семьи и отношений решить какую-то творческую задачу, подобрать дизайн для нашей новой квартиры. Выбираете дизайнера, он предлагает вам какие-то варианты. Если вы находитесь в хорошем эмоциональном состоянии, допустим, 4-8, то, скорее всего, вы быстро примете аргументы вашего дизайнера, остановитесь и финализируете какой-то дизайн. Если мы говорим о вашем состоянии 0,4, ваше состояние 0,4, это состояние непринятия какого-то решения, вы на 3-4 месяца затянете вашего ожидания от этого проекта. В принципе, ничего страшного не произошло. Это никак не влияет на ремонт или покупку новой квартиры с новым дизайном. Но на этом этапе за 2 месяца, за 1 месяц принято решение, или решение, которое не принято в течение 3 месяцев, это все влияние ваших состояний. Итак, какие трекеры прогресса мы можем ставить в дневниках? В дневниках мы можем ставить какое-то контрольное событие. То есть контрольное событие, оно обладает следующими характеристиками. Допустим, на конец этого месяца я ожидаю, что у меня начался этап регулярных тренировок совместных с моим любимым человеком. Этот трекер прогресса означает, что вы не совсем влияете на то, как ваш любимый человек готов с вами начать это новое увлечение в сфере спорта. То есть вы 100% готовы, ваш человек просит дать еще 1 неделю отсрочки или
перенос там на месяц или два. В принципе, ничего страшного не получается. У вас просто быстрый старт или медленный совместный старт, но такой трекер прогресса позволяет вам держать в фокусе ваше основное состояние в семье. То есть вы не должны с любимым человеком ссориться по тем вещам, которые не принципиальные, идти навстречу, и в этом суть трекера прогресса. Он не должен нарушать ваши семейные ценности, наоборот, он должен плавно подводить вашего любимого человека, любимую женщину, любимого мужчину к тому, что вы можете жить и с трекерами прогресса, они, наоборот, вам помогают взаимодействовать друг с другом, ну и плюс еще положительные эмоции, почему бы и нет. Переходим к сфере друзья и окружение. Какие здесь могут быть трекеры прогресса или как сделать цели с трекерами прогресса. Вот в сфере друзья и окружения нужно уметь ставить цели, которые имеют такие вот трекеры. Трекеры нужны вам для того, чтобы окружающие по этим трекерам понимали, что у них тоже существует прогресс, если вы делаете что-то с ними совместно. Ну, допустим, вы играете в футбол вместе со своими друзьями, играете в футбол еженедельно, это хороший трекер. На первой неделе у вас состав желающих был там 80% присутствия, на следующей неделе 100% присутствия, на следующей неделе вы привлекли в это событие дополнительных людей, у вас уже желающих там на 10, на 20% и больше, это так называемый трекер прогресса. То есть вы своим занятием смогли вовлечь в это увлечение большее количество людей. Это замечательный трекер прогресса. На каких достижениях хорошо работают трекеры прогресса? Трекеры прогресса очень хорошо работают в сфере друзья окружения на каких-то долгосрочных достижениях. Это любые достижения, которые вы планируете на срок более 6 месяцев. Замечательно ведут себя трекеры прогресса на краткосрочных достижениях. Это до 3 до 6 месяцев. Только из-за того, что в сфере друзья и окружения, особенно если ваше окружение находится в состоянии 0,4, очень много переменных, на которые люди в состоянии 0,4 обращают внимание. То есть у вас немножко разные жизненные ценности. Вы, если поставили себе задачу в состоянии 4,8, вы обязательно ее решите. Если люди находятся в состоянии 0,4, они всегда будут искать какие-то внешние факторы, которые позволяют им это не делать или не принимать решения. Будьте к этим людям достаточно снисходительны и используйте трекеры прогресса. Вы понимаете, что 2 раза можно опоздать, на 3-й раз мы или меняем цели, или делаем в другом составе. Переходим плавно к сфере здоровья и спорт. В сфере здоровья и спорт трекеры прогресса – это очень отработанная тема. Ваш тренер обладает вот трекерами прогресса в замечательном, скажем так, не знаю, как это сказать. Есть отдельные дневники, есть отдельные программы тренировок. Можете купить эти программы тренировок в интернете. Ваш тренер может индивидуально под вас разработать вашу программу подготовки к каким-то соревнованиям. Вам важно понимать, что если вы правильно формулируете цель участвовать в этом соревновании и занять какое-то призовое место, ваши трекеры прогресса, они хорошо работают. Если вы ставите задачу сделать достижение, но не выносить это на публичное поле соревнований, то трекеры прогресса для вас будут не сильно мотивирующими. Почему? Потому что соревнования – это четко очерченная дата, и успели вы подготовиться, не успели подготовиться, вы все равно принимаете участие. Если вы ставите цель, допустим, пробежать 3 километра за определенное время, вы можете эту дату достижения этого результата постепенно как бы сдвигать. В этом тоже есть определенный плюс, но я сторонник того, что именно соревнования, именно стресс, полученный при соревнованиях, позволяет вам адаптировать свою жизнь между профессиональной реализацией и возможностью быть постоянно в ресурсе. Следующая сфера личностный рост, сфера обучения, сфера получения знаний и отдачи знаний. Какие здесь можно сделать цели с трекерами прогресса? Трекеры прогресса в сфере получения знаний, они вам отвечают на вопрос, есть у вас больше запросов на получение знаний или вам этих знаний, которые вы получаете в минимальном количестве, достаточно для решения задач. Если вы находитесь в состоянии 4-8, вы, скорее всего, будете искать какой-то минимум знаний для того, чтобы решить ситуацию.
И по мере того, как вы понимаете монетизацию этих знаний, вы понимаете, стоит ли углубляться в экспертизе. Если вы находитесь в состоянии 0,4, для вас, наоборот, очень важен избыток знаний. Вы вот все изучили, все нюансы поняли, вы уже знаток теории, но на практику у вас не хватает сил, мотивации, и вы ждете такого момента, когда этот момент настанет. Это тоже классная характеристика, поэтому в состоянии 0,4 в сфере личностного роста ставьте, пожалуйста, обязательно цель. 1-2 применения ваших теоретических знаний в год должно быть. Это дает вам возможность понимать, что даже одно применение ваших знаний уже важно для вашей жизни с точки зрения того, что ваша жизнь меняется вашими собственными руками. Если вы находитесь в состоянии 8-10, как сделать цели с трекерами прогресса, вы ставите в состоянии 8-10 более амбициозные цели. Люди в состоянии 8-10, они больше смотрят на потенциал, который будет важным через 5, через 10 лет. Люди в состоянии 4-8, они видят потенциал там 1-3 года вперед, потому что жизнь у нас динамическая штука, не стоит рисковать тем, что вы построите лишнюю конструкцию. Люди в состоянии 8-10, они не боятся построить лишнюю конструкцию, они эту конструкцию всегда смогут интегрировать в будущую экосистему, даже если ландшафт кардинально поменяется. Поэтому это вам дополнительный стимул в сфере личностный рост, стремиться к состоянию 8-10. Это замечательное состояние, даже если вы будете в этом состоянии один раз в год, вы с удовольствием оцените преимущество нахождения в этом состоянии. Итак, трекеры прогресса в состоянии 8-10, как они выглядят? Это больше всего ваши инсайты в дневнике, в бумажном носителе, в электронном каком-то носителе. Эти носители дают вам, электронные и бумажные, дают вам возможность инсайт перенести в сферу ближайшей реализации, то есть у вас не уходит очень много времени на раздумье, у людей в состоянии 8-10 уже построена вся инфраструктура для реализации задуманного. Есть подрядчики, есть большое количество экспертов, которые понимают, что эту цель нужно делать с каким-то грандиозным успехом. У людей в состоянии 4-8 это цели обыденные, повседневные, без грандиозного успеха, но они тоже нужны в нашем будущем. Переходим плавно к сфере деньги. В сфере деньги, как сделать цели с трекером прогресса. Здесь все достаточно просто. Рискуете какой-то суммой для того, чтобы попробовать новый проект, чтобы заработать деньги. В состоянии 4-8 не забываем сделать отдельный проект, в котором вы себя рекламируете, свою экспертизу, свои товары, свои услуги. Таким образом, это один из способов быстрой монетизации. То есть, если мы ставим цель проект реклама, то не всегда, допустим, реклама в этом году может давать какие-то положительные результаты, новых клиентов, новых заказчиков, но разобравшись в инструментах рекламы, вы становитесь на одну голову выше, чем ваши конкуренты по профессиональному цеху. Что такое трекеры прогресса в состоянии 0,4? То есть вы понимаете, что вам нужно собрать определенную сумму денег, у вас доход неравномерный в течение года, вы смотрите нарастающим итогом, что у вас получается, не получается, изыскиваете дополнительную возможность заработать еще деньги, пускай это будет 1-2% от сэкономленной суммы, от суммы накопления, это тоже как бы по крупицам ведет вас к тому, что вы можете делать как маленькие накопления, так и грандиозные накопления. Но в сфере деньги, в сфере финансового менеджмента очень важно понимать, что деньги в проекте, они дают большую реализацию. Почему? Потому что деньгами нужно уметь рисковать, видеть потенциал рынка. И здесь миссия колеса жизненного баланса LongSwim будет вам в помощь. Чем больше вы общаетесь с экспертами, чем больше они вам объясняют, чего можно достичь, то есть рассказывают о потенциале, углубляйтесь в расчеты. 1-2 месяца расчетов позволяют вам понять, что это достижимо. Собираете единомышленников, пробуете, получился хорошо, проект масштабируете, получился плохо, вместе с единомышленниками разбираете свой жизненный опыт, анализируете свои трекеры прогресса, которые вы расставили, что из этих трекеров прогресса вам помогло, что не помогло, пожалуйста, пишите в комментариях. Следующая сфера – карьера и бизнес. Как здесь сделать цели с трекерами прогресса?
Трекер прогресса здесь очень важен в сфере карьерный рост, то есть вы смотрите, как вы поднимаетесь по карьерной лестнице. Не забывайте смотреть немножко за пределы вашего рынка, возможно, в какой-то другой в каком-то другом рабочем месте, в какой-то другой организации вы будете более полезны, чем вы заняты сейчас. То есть важно правильно распределить свое время, правильно построить свой карьерный рост, какие элементы карьерного роста для вас являются приемлемыми, то есть это тоже трекер прогресса, как вы двигаетесь по карьерной лестнице. Для вас тоже нужно отработать цель, насколько вы открыты к рынку, то есть рассматривайте предложения от других работодателей. Но колесо жизненного баланса LongSwim, оно больше говорит о том, что от наемного труда вам можно переходить плавно к созданию собственного бизнеса. Когда вы понимаете, какой бизнес в соответствии с вашими жизненными ценностями для вас интересен и полезен, собирайте необходимую информацию. Через 2-3 года у вас обязательно появится возможность реализовать этот бизнес. Можете открыть 1-2 бизнеса, то есть колесо жизненного баланса про совмещение собственного бизнеса и повседневной работы. Сделать это нелегко, когда вы находитесь в дисбалансе, и очень легко, если вы находитесь в состоянии 4-8. У кого как получилось, пожалуйста, пишите в комментариях. Нам история вашего успеха очень интересна. Переходим к сфере духовный рост и творчество. Как сделать цели с трекерами прогресса. Здесь мы еще раз возвращаемся к нашему хобби. Хобби – это обязательный необходимый элемент для того, чтобы вы не заходили в состояние эмоционального истощения, физического истощения. То есть, что у нас происходит в состоянии эмоционального и физического истощения? Вы устали, вы начинаете переосмысливать, все ли я правильно делаю. Если вы находитесь в состоянии 0,4, вы начинаете сами себя разбирать на запчасти, потому что вы считаете, что себя наказать нужно самым жестким образом, вы это во всем виноваты. В состоянии 4-8 система самонаказания не работает, вы начинаете понимать и перераспределять свои приоритеты, правильно вы распределили время, на то ли вы поставили, и это все сфера духовный рост и творчество. И что значит здесь трекеры прогресса? Трекеры прогресса означает то, что те люди, которые были для вас кумирами, они больше вам интересны с точки зрения их системы жизненной ценности, что помогало им достичь таких высоких высот в профессиональной деятельности, в личной деятельности. Чем грандиозны наши кумиры? Тем, что они дают вам на примере собственной жизни пример, как это может быть. И здесь вот в сфере духовного роста и творчества вам нужно понимать, что вы поставили цель, поставили 3-4 трекера, тоже промежуточных результата, которые вы можете описать. Ставить трекер прогресса в сфере духовного роста и творчества меньше 2 просто нет смысла. Как минимум должно быть 3-4. Это очень хорошо. Это вот отражает вашу глубокую проработку этой цели. Если у вас трекер 1-2 и вы видите 1-2 трекера, это значит, вы очень неправильно сформулировали свою цель. Следующая сфера – это сфера яркость жизни. Как здесь сделать цели с трекерами прогресса? Трекер прогресса здесь очень простой. Каждый год вы ищете места силы. Если вы за год находите 2 места силы для состояния 0,4, это замечательно. Трекер прогресса здесь очень простой. Вы приезжаете в это место силы, погружаетесь в это место силы, у вас чувствуется заряд энергии, желательно за небольшой промежуток времени, 1 неделя, 2 недели. Очень замечательный прогресс, если вы прибыли в место силы, вам 1 дня достаточно, чтобы вы наполнились энергией, это тоже ваш прогресс, поэтому в яркости жизни для вашего жизненного счастья вам нужно уметь набираться сил. Если вы уже проработаете сферу духовного роста и творчества, вы начнете понимать, что внутренний источник силы внутри вас – это переход в состояние 4-8 в состояние 8-10, вы начинаете понимать, что ваши внутренние духовные ценности помогают вам достичь грандиозных результатов. Состояние 8-10 ставьте трекеры прогресса, как вы используете воодушевленное состояние для достижения собственных целей. Это должно быть примерно 30% вашего времени и 70% вашего времени должно уходить на то, что вы воодушевляете свое окружение, которое вы выбрали осознанно, или то окружение, в котором вы оказались, потому что миссия состояния 8-10 – служить источником вдохновения для окружающих людей.
То есть у вас есть внутренние обязательства выполнить свои цели, достичь результата с наименьшими затратами времени и ресурсов. И второе, быть полезным для своего окружения, которое вы выбрали сами. Это могут быть ваши родные и близкие, собственные дети, любимый человек, семья. Это тоже сфера применения, сферы 8-10. И 50% времени, пожалуйста, уделите своему окружению, в котором вы находитесь. Для вас это несложно в состоянии 8-10. Будете мотиваторами для тех людей, которые в вас видят источник своего внутреннего роста. Подводим итоги, как сделать цели с трекерами прогресса. Для состояния 0.4 акцент делаем не на рутине, а на краткосрочных достижениях. Этот кардинальный шаг помогает вам трекеры прогресса, которых должно быть 3-4 краткосрочных достижениях, ярко видеть, что цели вы достигаете в срок, который вы поставили. В долгосрочных достижениях цели с трекером прогресса позволяют вам легко управлять приоритетами. Вы ресурсы концентрируетесь на том приоритете, который для вас очень важен. Это основное преимущество колеса жизненного баланса, то есть управление приоритетами. И для состояния 8-10, как сделать цели с трекерами прогресса, то есть это ваш осознанный выбор распределить ваше воодушевленное состояние между своими целями, своим ближайшим окружением и теми людьми, которые нуждаются в вашей мотивации. На этом видео подошло к концу. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Обязательно пересылайте это видео своим друзьям и знакомым. Всем желаю хорошего дня. У вас все получится. Я в вас верю.